Диана, принцесса Уэльская, похоронена не на кладбище и не в церкви. Ее могила на маленьком острове посреди озера в родовом имении, где нет моста и нет обычной дороги. Семья специально выбрала это место, чтобы ни один турист, ни один папарацци, ни один охотник за сувенирами не мог физически подойти к ее телу. 29 лет это работало безупречно. Ни одной фотографии самой могилы, ни одной живой трансляции, ни одного слитого кадра, вообще ничего, что подтвердило бы личность семья. А потом за один летний вечер все, что берегли 3 десятилетия, оказалось в открытом доступе у миллионов людей одним движением большого пальца по экрану. 23 июля 2026 года туда с частным доступом пришел Гарри и Меган и их дети. И Меган выложила это в свой Инстаграм, в подборке фотографий из летнего отпуска, будто это просто еще одна красивая локация. На фотографиях Лилибет идет по знаменитой аллее из деревьев, а Гарри и 7-летний Арчи чуть впереди нее несут большие букеты цветов. Куда именно они шли, никто прямо не подписал, но маршрут через эту аллею ведет ровно в одно место, и все, кто хоть немного знает историю этого поместья, поняли это мгновенно. Через несколько дней в западной прессе, включая Fox News, эксперты по этикету открыто назвали публикацию безвкусной, а историки сообщали, что Уильям был в ярости, а Карл по-настоящему потрясен тем, что личный момент у могилы матери превратился в контент для соцсетей. Чтобы понять, почему это ударило так сильно, нужно вернуться в сентябрь 1997 года в Вестминстерское аббатство на похороны самой Дианы. За церемонией по всему миру следили больше 2 миллиардов человек. Одна из самых массовых телетрансляций в истории человечества. Ее брат граф Спенсер произнес речь, которую до сих пор цитируют как одну из самых дерзких в истории британской монархии. Он прямо в нескольких метрах от королевы и всей остальной королевской семьи обвинил прессу в ее смерти и пообещал, что ее родная кровь, то есть семья Спенсеров, не Виндзоры, сделает все возможное, чтобы ее сыновья росли так, как растила бы их она сама, а не по протоколу дворца. И в этот момент внутри аббатства произошло то, чего британская монархия не видела ни до, ни после. Снаружи, где толпа слушала речь через динамики, раздались аплодисменты, и они докатились волной прямо до входа в само здание, где сидела королевская семья, вынужденная слушать овации в адрес слов, фактически обвиняющих ее же в равнодушии к невестке. Это была не просто красивая фраза на похоронах, это было прямое публичное заявление о том, кто на самом деле защищает Гарри и Уильяма. И это был явно не их собственный отец и не остальная королевская семья. И остров, на котором ее похоронили, выбрали не из-за сентиментальности, а из-за страха. По сведениям, которые публиковались еще в конце 90-х, семья открыто опасалась, что обычная могила на кладбище превратится в подобие места паломничества фанатов и охотников за жуткими сувенирами, того, что случалось с могилами других знаменитостей, откуда годами тащили землю, цветы, даже камни с надгробия. Остров на озере, куда физически невозможно попасть без лодки и личного разрешения семьи, решал эту проблему навсегда. Ни один посторонний человек, включая самых настойчивых папарацци, ни разу не смог сфотографировать саму могилу за все 29 лет. Спустя 29 лет то же поместье, тот же дом, тот же остров, та же могила оказалась фоном для летнего инстаграм-поста. И вот здесь возникает вопрос, который стоит задать честно, без готового ответа. Гарри и его дети имели полное право прийти к могиле собственной бабушки и матери. Это их семья и их горе.
и они никому не обязаны отчитываться, зачем они туда пришли. Но публикация именно в общей ленте с пляжными фотографиями отпуска – это решение не Гарри, а Меган. И оно превращает личный момент скорби в контент, который увидели миллионы незнакомых людей за секунду, где именно проходит грань между поделиться моментом с семьей и использовать могилу матери мужа как красивую декорацию для соцсетей. Вопрос, на который у каждого зрителя, скорее всего, будет свой ответ. И это еще не самое ужасное в этой публикации. В той же самой соцсети среди фотографий летнего отпуска было еще одно фото. Меган на пляже в позе и в ракурсе, которые издания вроде Yahoo прямо сравнили с культовым снимком Дианы на ее последнем в жизни отпуске летом 1997 года на яхте за считанные недели до ее смерти. То самое лето, те самые интонации кадра, просто с другой женщиной по другую сторону камеры, спустя почти 30 лет. Совпадение это или осознанная отсылка никто не подтвердил и не опроверг прямо, но именно из-за этого мгновенного узнавания вся подборка фотографий читается уже не как случайный отпуск, а как будто специально выстроенная вокруг памяти Дианы от начала до конца. Есть и вторая линия во всей этой истории, куда более холодная и куда менее эмоциональная. Но она объясняет, почему граф Спенсер вообще лично дал этой семье частный доступ к территории, при всей сложности его собственных отношений с Гарри в последние годы. Дело в том, что несмотря на клятву 1997 года защищать этих исключительных молодых людей, дом, земля, титул никогда не перейдет ни Гарри, ни Уильяму. По древнему правилу мужского наследования, действующему в семье Спенсеров, именно получит единственный сын графа Спенсера – Луи, минуя не только Гарри и Уильяма, но и 3 старших дочерей самого графа. Правило это не новое и не связано ни с одним конфликтом последних лет. Оно существовало всегда задолго до всех скандалов, и сам граф Спенсер публично признавал, что оно выглядит устаревшим, но менять сложившийся уклад семьи не намерен. Здесь есть и своя горькая ирония. Человек, которому по закону достанется все поместье, Луи Спенсер, держится максимально в стороне от публичности. По имеющимся данным, он пробует себя в актерской карьере и практически не появляется в светской хронике. То есть дом, ставший почти священным местом в общественном сознании благодаря могиле Дианы, унаследует человек, которому вся эта символическая нагрузка, судя по всему, не особенно интересна, а разносит память о нем по всему миру именно те, кто гостит там временно, по чужому разрешению. И еще один слой этой же истории. Сама Диана в детстве росла именно в этом поместье, задолго до брака с принцем Чарльзом. То есть Гарри в свои 40 с лишним лет привел собственных детей в дом, где когда-то маленькая девочка играла его мать, прежде чем стать самой обсуждаемой женщиной в мире. На похоронах в 1997 году Гарри было 12 лет. Он шел за гробом матери перед всей планетой, стараясь не плакать на камеру. Спустя 29 лет его собственный сын несет цветы к ее могиле уже в роли не осиротевшего ребенка, а любящего внука, которого лично Диана никогда не видела и не увидит. Показательно и то, что Уильям, судя по всему, никогда не публиковал ничего подобного, ни фотографий с могилы, ни детей на острове с цветами. Он тоже сын Дианы, тоже теряет право на этот дом навсегда и в пользу двоюродного племянника Луи, но выбрал полностью противоположный способ хранить память о матери молча вне камер. 2 брата, одна и та же потеря, одна и та же несправедливая система наследования и 2 настолько разных ответа на вопрос, кому вообще принадлежит право решать, как именно скорбят публично. То есть сын Дианы стоял на земле, где похоронена его мать, собственным сыном, несущим цветы к ее могиле, в доме, который его собственный ребенок никогда не унаследует, несмотря ни на какую клятву, произнесенную над гробом Дианы 29 лет назад. Кровная семья, обещавшая защищать этих мальчиков,
Как растила бы их сама Диана, в итоге сохранила для них лишь право прийти в гости, но не право называть это своим домом. Меган поступила бездушно, превратив место скорби мужа в контент для ленты. Или это Гарри, как отец, имел полное право показать своим детям, где похоронена их бабушка, а осуждать саму форму публикации – лишнее лицемерие посторонних людей, которые вообще не имеют права указывать этой семье, как горевать. И меняет ли что-то тот факт, что дом, в котором стоят эти дети с цветами, никогда не будет принадлежать ни им, ни их отцу? Делает ли это визит более трогательным, потому что они там просто гости, как и все мы бываем гостями на местах, где похоронены наши близкие? Или более грустным, потому что даже спустя 29 лет клятва защищать этих мальчиков, как родная кровь, так и не превратилась в нечто большее, чем разовое разрешение на фотосессию? Пишите в комментариях, куда склоняется именно ваше мнение. Мне правда интересно, где вы сами проводите эту грань между личным горем и публичным жестом. Ставьте лайки, если считаете, что за самыми красивыми фотографиями королевских семей иногда прячется куда более сложная, куда более больная история, чем кажется на первый взгляд. Подписывайтесь, таких историй, где протокол, кровь и настоящее горе сталкиваются друг с другом, на канале будет еще немало. Увидимся совсем скоро.